Всем привет! Вы на канале Около Канады, и сегодня я расскажу вам, как канадцы выживают в холоде. Ведь не так-то просто ожидать автобус при минус 35 градусах или просто гулять по прекрасному канадскому городу. Оставляй свой лайк, подписывайся на мой канал и погнали смотреть, как выживают канадцы. Первая конструкция, которая удивила меня в Калгари, это, как вы видите, такая сеть лабиринтов Skywalk, по которым вы можете пройтись в морозы и вообще не ощутить этот холод, если вы находитесь в центре, потому что такая вот линия есть только в центре. Интересно, что в Торонто такая линия не Skywalk, а подземный волк. То есть вы можете пройтись по таким подземным лабиринтам и дойти с точки А до точки Б, совершенно не обморозив свои прекрасные пальчики, что я сейчас сделала. Ну, в общем-то, смотрите, дорогие друзья, вот это вот такие вот коридорчики, такие вот как будто бы мостики, они по всему городу. Сейчас я вам покажу, как это выглядит, какая есть карта. И там совершенно есть любые удобства. Там есть и туалеты, и даже какие-то входы в кафе. Они расположены, эти коридоры, таким способом, чтобы вы могли дойти до любого нужного места в центре города и попасть по пути в ресторан, в кафе, в торговый центр, да хоть, я не знаю, вон у нас в центре есть торговый центр с джунглями, хоть в джунгли. Так что, блин, это просто восторг. По центру расположены вот такие вот значки Skywalk плюс 15, каждый из них имеет номер, и сейчас пойдем посмотрим, как там внутри. Это самая обширная в мире система пешеходных мостов с общей протяженностью 16 километров и 86 мостами, соединяющими 130 зданий. Что интересно, первый мост был введен в 1970 году между 4-й юго-западной и 3-й второй улицами Авеню. В Калгари часто бывают суровые зимы, и Skywalk помогает людям быстрее и комфортнее передвигаться по центру города. Именно вот эти сезонные условия делают перспективу побыть вот в этих вот туннелях более приятной. На самом деле местные говорят, что эти туннели Skywalk плюс 15 очень сильно запутанные, и в них можно потеряться. Поэтому если вы вдруг когда-то сюда попадете, оставляйте плюс 20 минут на то, что вы будете блуждать по туннелям в поиске возможных вариантов выйти. В самых оживленных частях сети Skywalk в 2018 году было более 20 тысяч пешеходов в день. Кстати, система названа так, потому что мостики находятся примерно в 4,5 метрах над уровнем улицы. Ох, честно говоря, я уже потерялась. Не знаю, здесь куда ни пойдешь, везде эти входы и выходы, входы и выходы, входы и выходы. Огромная артериальная сеть прямо в городе. Посмотрите, какая, кстати, красота. Вот, едут машины. Вау. Калгари, конечно, удивительный. Я вообще в восторге. Это ж надо было додуматься, сделать людям комфортно и сделать так, чтобы прям вот было не холодно. Класс. Такие мосты не только функциональны, но и служат архитектурными и туристическими достопримечательностями, придающими городу неповторимый облик. Следующая интересность – это автобусные остановки. И вы можете мне сказать: да, ведь так прекрасно, что в Калгари есть такие варианты, как раз автобус подъехал, что вы можете пройти и совсем не замерзнуть. Наверняка автобусные остановки все полностью всегда специально сделаны для людей, отепленные и так далее. Но посмотрите, пожалуйста, вот на эту остановку, мои дорогие друзья. Это остановка, да. Смотрите, как она тут выглядит. То есть вот вам дальше там этот туннель. А тут ты можешь сидеть себе полчаса и больше на остановочке в ожидании автобусика своего прекрасного и можешь его не дождаться. Но чаще всего, дорогие друзья, остановки выглядят подобным образом. Они застеклены, а еще чаще даже бывают здесь дополнительные двери, которых сейчас нет. Канадские города предоставляют специальные автобусные остановки с укрытиями и даже обогреваемыми сидениями, что делает ожидание более терпимым в холодные дни. К сожалению, данными удобствами любят пользоваться наркоманы и бездомные, что немного отягощает пользование ими другими людьми. И еще одно подтверждение, что это вам не Европа, здесь нет никаких дополнительных зарядок или, знаете, разъемов для USB или, возможно, салфеток. Я где-то в Монако вроде такое видела. В общем, здесь такого нет. Вот, нет бомжей, и на том спасибо. Конечно, есть еще одна такая суперамериканская канадская вещь, которую можно обнаружить, мне кажется, она только в Канаде или в Америке. Это такой дымочек, который идет прямо с столбом с домиков. Это очень интересное зрелище, и прям вот чувствуешь, как будто бы где-то в Нью-Йорке находишься.
В холодные месяцы, особенно зимой, отопительные системы в высоких зданиях могут создавать видимый дым или пар, особенно при использовании парового отопления. И вот вам эффект кино из Нью-Йорка. Система парового отопления быстрее разогревает помещение, так как пар передает тепло более эффективно, чем горячая вода. Это может быть особенно полезно в холодные месяцы. Пар равномерно распределяет тепло по всему помещению, минимизируя разницу в температуре между верхними и нижними частями помещения. Мы привыкли к водному отоплению, и такое может показаться странным, но все же интересным решением. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было полезным, информативным, интересным для вас. Я иду по городу. Сейчас зайду немножко, попытаюсь погреться и буду с вами прощаться. Доброго дня, ночи или вечера. И до скорых встреч. Обязательно поставьте лайк, оставьте свой комментарий и подписывайтесь на мой канал, чтобы поддержать его.